Здравствуйте, мои дорогие зрительницы, подписчицы и гости канала. Меня зовут Елена Ермина. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Сегодня я хочу с вами поделиться творческой идеей. Идею я нашла на просторах интернета. Также хочу вам предложить связать узор. И в конце видео вы увидите все схемы вязания и также поделюсь с вами выкройкой для того, чтобы вы смогли связать опытные рукодельницы самостоятельно кофточку пола, которую вы видите на главном фото. Также схемы вязания я размещаю на втором моем канале Яндекс.Дзен. Ссылочку на канал вы можете найти в шапке канала на YouTube. Подписывайтесь на мой второй канал на Яндекс.Дзене и на мой канал основной на YouTube. Узор, который мы будем с вами вязать, вяжется очень-очень-очень просто, легко и быстро. И состоит он всего лишь из 2 рядов. Вязать я буду вот по этой схеме. И покажу вам видеоурок для начинающих рукодельниц, которые учатся вязать крючком. Также вы можете сохранить себе в копилочку вот этот замечательный красивый узор, который мы сейчас вместе с вами свяжем. В этом видеоуроке я хочу с вами поделиться способом начала вязания, каким образом приступить к вязанию первого ряда. Этот способ я приобрела в процессе многолетнего опыта рукоделия и уже несколько раз вам об этом говорила. Но для начинающих рукодельниц, я думаю, мой опыт будет полезен, так как я стараюсь вязать всегда быстро, просто и легко. Это мой девиз. Вязать я буду из пряжи Анна 16 в 100 граммах 530 метров. Это 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Производитель рекомендует спицы 2-2,5. Я буду вязать эту пряжу крючком номер 2. Торговая марка Сиам. Это итальянская пряжа. Цвет пряжи 372. Вот этот вид пряжи, он идеально подойдет для данной модели кофточки. Пряжу я заказывала в интернет-магазине Пряжа Су. И хочу с вами поделиться купоном на скидку. Размер скидки 5% по моему промокоду. Ссылку на магазин, ссылку на пряжу и также на промокод, который вы можете скопировать и воспользоваться, я оставлю, как всегда, в описании под этим видео. По моему промокоду скидка 5%, а максимальная скидка в интернет-магазине Пряжа Су 10%. Доставка почтой и транспортными компаниями. Также можно выбрать и заказать пряжу по телефону. И пряжа доступна к покупке мотками любого цвета. И большой выбор пряжи в интернет-магазине Пряжа Су. Давайте я немножечко расскажу вам, каким образом вяжется кофточка, которую видите на фото. Вяжется она сверху вниз. Здесь несколько видов узора. Также есть обвязка края. Все эти схемы вы найдете в конце видео. И здесь выполнено немного расширение от линии талии. Ниже к бедрам есть вставки в виде выточек для того, чтобы расширить изделие. Рукава связаны обычной сеточкой, состоящей из столбиков с одним накидом и воздушных петелек. Тоже схему вы найдете в конце видео, каким образом связать рукава. С вами сейчас приступим к вязанию основного узора кофточки пола. И давайте я вам сразу же расскажу, так как у меня поступает в комментариях под видео с мастер-классами, какое количество петель я набираю для того или иного узора либо вещи. И сейчас я вам хочу показать свой способ начала вязания. Давайте возьму другой моточек пряжи. Вот смотрите, я не считаю количество петель перед началом вязания. Просто я набираю
цепочку произвольной длины. И потом на эту цепочку я накладываю узор первого ряда. Считаю раппорты. То есть меня интересует даже не количество петель вот этого начального, назовем его, нулевого ряда, а количество раппортов в первом ряду. Вот это главный показатель, который мы должны его определить. Для того, чтобы рассчитать необходимое количество раппортов, которое нам необходимо для вязания изделия, мы вяжем контрольный образец, который мы впоследствии проводим работы с ним по ФТО, и потом уже высчитываем количество раппортов для того, чтобы приступить к вязанию вещи. Набрала я цепочку произвольного размера для того, чтобы связать контрольный образец узора. Я буду показывать вам мастер-класс по вязанию узора прямыми и обратными рядами. Также можно связать данный узор по кругу и по кругу поворотными рядами. Приступаем к вязанию первого ряда. Узор я буду вязать, состоящий из столбиков с одним накидом. Если вы хотите получить более ажурный узор, то вы можете изменить количество накидов, связать столбики не с одним накидом, а, допустим, столбики с двумя накидами. От вот этой цепочки отсчитываем 3 петельки, и в 4-ю петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом. С учетом 3 петель подъема у меня связано 2 столбика с одним накидом. Набираю 1, 2, 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки, и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 2 петельки цепочки, пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки, и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываю 2 столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываю 3 столбик с одним накидом, и в следующую петельку 4 столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами 1 раппорт узора и приступаем к вязанию следующего раппорта. Сейчас мы будем с вами вязать начало раппорта. Провязываю 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки, и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки, цепочка, пропускаю 1, 2, 2 петельки, и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. Следующую петельку провязываю 2 столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываю 3 столбик с одним накидом, и в следующую петельку цепочки провязываю 4 столбик с одним накидом. Все, довязали мы с вами раппорт. То есть раппорт у нас начинается после вот этого столбика и заканчивается 4 столбиком с одним накидом. Давайте посчитаем, сколько у нас петель в раппорте. Давайте вместе с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раппорт состоит из 9 петель. Значит, если мы вяжем по кругу, то мы набираем цепочку кратную 9 петель. 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2 петельки цепочки, и в 3-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. И давайте закончим с вами ряд.
2 воздушных петельки, раз, два, 2 петельки пропускаю, в третью петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом, в следующую петельку цепочки провязываю 2 столбик с одним накидом. И если вы будете вязать по кругу, то вы просто замыкаете вот этот ряд, конец ряда с началом вязания. Провязываете 1 соединительный полустолбик без накида в третью петельку подъема. Вот раз, два, три. Прокалывайте крючок, захватываете рабочую нить и сразу же ее выводите через петельку на крючке. Все. И у нас с вами, посмотрите, получился раппорт. То есть вот у нас вот эти 2 столбика в конце ряда и 2 столбика в начале ряда, они нам образовали вот эту группу столбиков из 4 столбиков с одним накидом. Смотрите, так же как и у нас идет узор. То есть у нас с вами произошло совпадение по узору. Я вам показала, каким образом вяжется узор по кругу. Далее мы приступаем к вязанию второго ряда. Точку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вот вершину вот этого столбика провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. И вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем 1 столбик без накида. Цепочка из 3 воздушных петелек. И вершину вот первый, второй, третий, четвертый, четвертого столбика провязываем 1 столбик без накида. Цепочка из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. И вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Цепочка раз, два, три воздушных петельки. Вершину 1, 2, 3, 4 четвертого столбика провязываем 1 столбик без накида. Раз, два, три воздушных петельки и вершину вот этого первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. Раз, два, три воздушных петельки, и вот мы между первым и вторым столбиком я провяжу 1 столбик без накида. Связали с вами 2 ряда узора. Приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд — это у нас повторение первого ряда. А раппорт у нас будет состоять из 2 рядов, которые мы вяжем со второго ряда по третий. Все время повторяем вот этот раппорт, второй и третий ряд до конца вязания изделия. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону. Это третий ряд, лицевой ряд. У нас все нечетные ряды — это лицевые ряды, все четные — это изнаночные ряды. В арочку цепочки из 3 петель провязала 1 столбик с одним накидом. С учетом 3 петелек подъема у нас связано первый и второй столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 2 воздушных петелек, в арочку цепочки из 3 петель провязываю 1 столбик без накида. Раз, два, 2 воздушных петельки, в арочку цепочки, которая была связана над столбиками, провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом, 3 и 4. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из 3 петель провязала 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки над столбиками провязываю 4 столбика с одним накидом.
2 воздушных петельки, в арочку цепочки провязываю 1 столбик без накида, 2 воздушных петельки, и в арочку цепочки я провязываю 2 столбика с одним накидом. Давайте покажу вам. Мы с вами связали уже 3 ряда. Это у нас получается 1 раппорт в высоту. Вот этот первый ряд мы не считаем. У нас раппорт будет здесь со 2 по 3 ряд. Здесь вот видите немножко вот этот край, и он немножко такой фалдит, то можно в этом случае здесь пропустить не 2 петельки цепочки, а 1 петельку, и получается столбик без накида связать в основании 2 петельки цепочки. Либо вот эту воздушную цепочку можно набрать крючком не номер 2, а допустим 1,5 либо 1,75. Приступаем к вязанию 4 ряда. 4 у нас ряд вяжется по принципу 2 ряда, 5 ряд по принципу вязания 3 ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание и вершину 2 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Вершину 1 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаю столбики и вершину 4 провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Вершину 1 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Вершину 4 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Здесь у нас вершину 1 столбика с одним накидом провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. И между первым и вторым столбиком провязываем 1 столбик без накида. Все, связали с вами 4 ряда узора. И 5 ряд мы будем с вами вязать по принципу вязания 3 ряда. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в арочку цепочки из 3 петелек провязываем 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Следующую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Следующую арочку цепочки провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки над столбиками вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из 3 петель провязываем 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. В арочку цепочки из 3 петель провязываем 2 столбика с одним накидом. Все, связали мы с вами 2 раппорта в высоту. Всего связано, давайте посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов и 2 раппорта. Смотрите, каким образом у нас здесь идет раппорт в высоту. Раппорт у нас со 2 по 3 ряд включительно. Следующий раппорт с 4 по 5 ряд. Это 2 раппорт в высоту.
И раппорт в высоту состоит всего лишь из 2 рядов. Вяжите второй и третий, повторяйте все время второй, третий до конца вязания. Посмотрите, какой красивый узор получается. Вяжется очень просто. Состоит он из таких вот вертикальных дорожек ажурных. И раппорт вот здесь у нас получился 9 петель. Ну, здесь вот можно просто поменять крючок, и будет все идеально. Набрать цепочку не крючком номер 2, а поменьше. Такая вот красота у вас получится. Присмотритесь к этому узору. Он вяжется очень-очень просто, а смотрится великолепно. Таким образом выглядит у нас здесь вот лицевая сторона узора и изнаночная сторона узора. Сейчас я провяжу еще несколько рядов и сделаю вам контрольные замеры связанного образца. Связала я образец узора. Такой, смотрите, какой красивый образец получился. Узор ажурный. Степень ажурности, она такая средняя. Узор не очень плотный и в то же время не очень ажурный. Давайте с вами посчитаем количество рядов в вязаном образце, и я сделаю замеры. Если, допустим, вы будете вязать из пряжи, точно такой же пряжи и таким же метражом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рядов. Высота узора. Здесь получается у меня 2 полных раппорта, 2 в ширину, и ширина образца 6 сантиметров. Высота образца из 11 рядов тоже 6 сантиметров. У нас получился квадрат у меня. Вот таким образом узор выглядит, смотрится с лицевой стороны и с изнаночной. Узор вяжется прямыми обратными рядами, и также его можно связать по кругу и по кругу с поворотными рядами. 3 способа вязания узора. 2 способа мы с вами разобрали. Вот присмотритесь к этому узору, я думаю, он вам понравится. Этот узор будет зрительно стройнить и уменьшать силуэт, стройнить фигуру. Идеально подойдет для вязания кофточек, топов, жакетов, кардиганов, жилетов. Также палантин можно связать и плед. Снуд, шарфик, шапочку. Очень универсальный, на мой взгляд, узор, и область применения у узора весьма разнообразная. Все схемы для вязания кофточки пола вы найдете в конце этого видео. И также хочу вам дать рекомендации по выбору пряжи. Узор можно вязать из мягкого хлопка и также из мерсеризованного хлопка. Метраж пряжи может быть в 50 граммах от 240 метров до 320. Чем тоньше пряжа, тем нежнее и ажурнее, красивее у вас узор получится. Чем толще пряжа, тем более жестче узор будет, и он смотреться будет более грубее и не так эффектно, как если бы вы связали его из тонкой пряжи. А я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на моем канале. С вами была Елена Ермина. Всем пока-пока. До новых встреч.